Медведи всеядные животные, но основным источником белка для них является мясо. Именно поэтому они хищники. А учитывая размеры и силу косолапых, то они находятся практически на вершине пищевой цепочки. И мы предлагаем вашему вниманию подборку нападений медведя на своих жертв. Не забудьте про лайк, сердечко в комментах и подписку. А мы поехали! Большой медведь по запаху нашел загон для свиней, но как только он перелез через забор, на него напал огромный свин. Косолапый никак не ожидал такой агрессии от пятачка. После того, как Хрюшка устал, его тут же заменил другой боец-кабанчик, который тоже неплохо так напряг Мишутку. Медведь был шокирован поведением свиней и по-быстрому решил уносить ноги, или, как некоторые любят говорить, отрицательно напасть. На обочине дороги семейная пара увидела, ну и естественно сняла на камеру природную, хоть и довольно жестокую ситуацию. Тут с одной стороны Мишке повезло, он сумел завалить Сахатова. Но не просто ему это было. Поскольку лось довольно большой, соответственно сопротивление тоже серьезно. У травоядного нет никаких шансов. Но есть одно но: люди, снимающие все это, сильно раздражают Косолапого. И на минутку даже складывается впечатление, что он растерялся. Но как бы там ни было, Мишаня ни за что не бросит свою добычу. Огромный косолапый в погоне за стадом диких свиней сумел схватить поросенка. Именно такая ситуация попала в объектив лесной видеоловушки. Несмотря на ночь, хорошо видно, как медведь схватил поросенка зубами за хребет, и тут его заинтересовала видеокамера, которую он стал рассматривать. Если бы у него в зубах не было добычи, то, возможно, у нас бы уже не было камеры. Косолапый хищник поймал Сахатова прямо на речке. И пытается не просто его задрать, он хочет утопить свою жертву. Лоси и их телята частенько становятся жертвами медведей. Поскольку они проживают на одной территории, и большие травоядные не очень поворотливы. Все же хищник добился своего, и его жертва не шевелится. Дальше дело техники. Он вытащит тушу из воды и будет пировать. Инстинкт охотника есть даже у медвежонка. Как вот на видео. Небольшой косолапый поймал зазевавшегося олененка, ну и пытается ним пообедать. Но не так все просто. Вдруг на горизонте появилась мама-олениха. Узрев ее, медвежонок тут же сбежал на дерево. Но когда он понял, что олениха бездействует, Винни-Пух спрыгнул с дерева и продолжил экзекуцию олененка. Но мама все же не выдержала и попыталась ударить копытами маленького хищника. Но мне кажется, что от этого еще больше пострадал олененок. Но не сильно. Малыш быстро оклемался и, шатаясь, побежал за своей мамой. Даже после этого косолапый не успокоился и бросился в погоню. Поросенок плохо набирал вес, и его разместили в отдельном загоне, прямо возле леса. И на запах то ли еды, то ли самого поросенка в загон к нему пришли в гости два бурых медведя. Кабанчик услышал приближение незваных гостей, испугался и спрятался. Тем временем первый косолапый лихо перемахнул через ограду и принялся поедать еду, приготовленную Хрюшке. Следом за ним подтянулся и второй. Судя по поведению, их не очень интересовал хозяин загона, а вот его еда им оказалась по вкусу. В результате получилось, что пара косолапых ограбили поросенка. Огромный белый медведь заметил медведицу с медвежонком и бросился догонять. Нет, не медведица его интересовала на этот раз, а именно медвежонок. Дело в том, что, убивая медвежонка, полярный медведь решает сразу несколько проблем. Во-первых, медвежонок – это источник белка, во-вторых, уничтожает конкурента, в-третьих, медведица, потеряв ребенка, в скором времени снова будет не против новых краткосрочных отношений, и, соответственно, новое потомство будет точно потомство именно этого медведя. Чаще всего именно водители автомобилей становятся свидетелями охоты медведей в природной среде. Вот и в этом случае водитель автомобиля заснял на видео медведя, который отогнал небольшую корову от общего стада, после чего пытается свалить ее с ног. Но корова сопротивляется изо всех сил. Поэтому у косолапого пока ничего не получается. И если взглянуть на ситуацию реально, то если не произойдет чудо или же кто-то не вмешается, то у травоядной практически нет шансов на спасение. Все дело во времени. Сейчас хищник задерет свою жертву, или чуть попозже. Как бы коровка не сопротивлялась, теперь медведь ее не отпустит. Медведь-гризли на обочине дороги поймал крупного дикого кабана.
Именно такая картина явилась на глаза водителям, проезжавшим той самой дорогой, которые, естественно, достали смартфоны и отсняли всю ситуацию. А косолапый тем временем изо всех сил пытается затащить кабанчика на гору. Но не все так просто, на этот раз жертва оказалась большой и тяжелой, ко всему она еще и живая, а значит сопротивляется. Люди серьезно напрягали хищника своим присутствием. Поэтому медведь еще провел пару попыток, после чего решил добить жертву на месте. Но я так понимаю, и это ему не удалось. Мишка оставил хорошо подраненную свинку и убежал в лес. На глаза водителю попал медведь, преследующий теленка. Травоядный пытается убежать, но тщетно. После того, как они пересекли дорогу, косолапый набросился на бычка и повалил его на землю. Хищник разрывал беднягу на части. Водитель остановился и продолжил снимать эту трагедию. А медведь еще живую жертву утащил в лес. У теленка не было ни единого шанса. Ну что ж, мы приехали. Всем, кто досмотрел до конца, прилетит огромный плюсик к вашей карме. А еще с вас лайк, сердечко в комментах и, конечно же, подписка. Всем пока!